Когда мы мечтаем о создании семьи, многие из нас искренне говорят «во имя Аллаха». Мы видим в браке источник утешения, любви и духовной благодати. Ведь в священном Коране, в суре Ар-Рум, в 21 аяте сказано: «Из знамени его то, что он создал для вас супругов из вас самих, чтобы вы обретали в них успокоение и поселил между вами любовь и милость». Но со временем рутина, бытовые заботы и жизненные испытания начинают затмевать первоначальное намерение. То, что начиналось как путь к довольству Творца, постепенно превращается в поиск личного комфорта, внешнего успеха или одобрения окружающих. Мы начинаем оценивать отношения по материальным меркам и забываем, ради кого все задумывалось. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Поистине, дела оцениваются по намерениям». Это правило касается и брака. Возможно, в день свадьбы мы искренне стремились угодить Аллаху, но сколько из нас бережно хранят это намерение спустя месяцы и годы? В другом хадисе он, мир ему и благословение Всевышнего, напомнил: «Кто вступает в брак, тот завершает половину своей религии. Пусть же он боится Аллаха в оставшейся половине». Это значит, брак не конец пути, а его начало. Остальная половина – это ежедневный выбор оставаться верным исламским принципам даже тогда, когда усталость или обстоятельства тянут в другую сторону. Даже заключив никях во имя Аллаха, мы иногда отходим от того, что делает семью по-настоящему прочной. Вот то, о чем нельзя забывать. Первое – милосердие и доброта. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Лучшие из вас – те, кто лучше всего обращается со своими женами, а я – лучший из вас в отношении к своим женам». Грубость, пренебрежение или холодность даже в мелочах противоречат самой сути брака. Ведь супруги даны друг другу именно для проявления любви и милости. Второе. Духовное сердце дома. Дом, где звучит Коран, где совершаются молитвы и поминания Аллаха, наполняется особым спокойствием. Совместная дуа, чтение аятов, обсуждение веры – все это укрепляет связь не только между супругами, но и с Творцом. Без этого сердца остаются пустыми, даже если вокруг достаток. Третье. Рост через друг друга. Семья – школа характера. Аллах дает нам супруга не для того, чтобы тот исполнял все наши желания, а чтобы мы вместе воспитывали в себе терпение, смирение, щедрость и умение слушать. Ошибки другого не повод для осуждения, а зеркало для работы над собой. Четвертое. Благодарность и доверие. Брак – это аманат, доверенный нам Аллахом. Его не стоит выносить на суд общественности, сравнивать с чужими отношениями или требовать от него невозможного совершенства. Настоящая сила в умении ценить малое, хранить приватность и благодарить за то, что есть. Теперь несколько практических шагов, которые помогут не потерять главное. Первое. Регулярно обновляйте намерения. Говорите друг другу: «Мы вместе ради довольства Аллаха». Произнесите это вслух, сделайте дуа. Второе. Превратите дом в место поклонения. Совершайте намаз вовремя, читайте Коран, устраивайте семейные беседы о вере. Третье. Цените малые знаки внимания. Теплое слово, улыбку, чашку чая. Посланник, мир ему и благословение Всевышнего, учил: даже кормление супруги – садака. Четвертое. Не прекращайте учиться. Читайте, слушайте лекции, обсуждайте услышанное и применяйте это в жизни. Пятое. Быстро прощайте. Никто не идеален. Умение признать свою ошибку и искренне попросить прощения очищает сердца. Шестое. Храните приватность. Решайте конфликты между собой или с помощью мудрых людей. Публичное обсуждение проблем лишает брак благословения. Седьмое. Благодарите Аллаха и друг друга. Неблагодарность гасит любовь. Замечайте добро, говорите спасибо, молитесь друг за друга. В завершении честный вопрос к каждому из нас. Сохраняю ли я ту чистую линию, с которой вступил в брак? Что поможет мне и моему супругу каждый день помнить? Наша семья – путь к довольству Аллаха.